Последний, не освещенный пока метод, очень нечасто встречающийся в рутинной практике, динамическое светорассеяние. Ну, оно же динамическое рассеяние света, фотонная корреляционная спектроскопия, квазиэлектронное рассеяние света. А, Оно основано на том факте, что частицы, крупные частицы, достаточно крупные частицы в растворе рассеивают свет. И та скорость, с которой рассеянный свет достигает детектора, отражает, ну, не скорость, та скорость, с которой частица двигается в растворе, согласно броуновскому движению просто, связан с тем, насколько она рассеивает свет. Таким образом, все построено, математические модели, все это достаточно прозрачно, этому методу очень много лет, не сомневайтесь. У него диапазон применимости, он определяет частицы размером от десятков нанометров, вот так скажем. То есть 100 нанометров, любимый формат, скажем, людей, занимающихся экзосомами, как раз динамическое светорассеяние. Здесь для вас это может быть новиночка, но чем больше вы будете работать в институте, тем больше вы будете с разными методами соприкасаться. Вот сегодня первый из них – динамическое светорассеяние. Маленькая частичка быстренько в каком-то своем объеме броуновски движется, и от нее рассеяние очень быстро меняется. Большая частица двигается медленно, и рассеяние от нее меняется медленно. Детектор это все понимает, математическая функция это все понимает, и согласно известным законам физики, в зависимости от вязкости, коэффициента диффузии, соответственно, температуры, выстраивается зависимость размера частицы. Для некоторых приложений это важно. Вот здесь, собственно, описано, как это происходит, что математически нам нужно. Ничего сложного, как раз метод-то очень простой, но его применимость ограничена, конечно, достаточно крупными объектами. Это комплексы белков, если мы говорим о белках, нуклеиновых кислот, да, если, ну и вообще надмолекулярное образование, то есть такие как экзосомы, мембрано-связанные органеллы, липосомы или что-то такое. Теперь мы, наверное, переходим к методу, более которого востребованным не является никакой другой. Электрофорез в практике разделения биологических молекул и их анализ – это именно в мокрых лабораториях биохимических самая, наверное, рутинная, самая налаженная практика. Опять же, электрофорез характеризуется простым, очень простым устройством, простой теорией под этим всем и достаточно легким исполнением. Мне кажется, каждый из вас, конечно, вполне может это все реализовать. Когда вы будете, если кому-то из вас придется докапываться до устройства мироздания на уровне взаимодействия молекул, экспрессии белков, транскрипционных факторов, рецепторов, то вам, конечно, вот сюда нужно будет окунуться. Это несложно, и предварительные данные, предварительные вводные как раз сегодня мы с вами и должны получить. Любая заряженная штука двигается в электрическом поле. Видимо так. Если у нее для этого есть возможность, она будет мигрировать. Чтобы миграция была более-менее упорядоченной, в электрофорезе применяется так называемая матрица, какая-то агароза или полиакриламидный гель, что-то желеобразное, что не позволяет вот совсем невозбранно диффундировать молекулы во все стороны, а немножко ограничивает их движение. Но только немножко. Размеры пор и полиакриламидного геля и агарозы таковы, что, в общем, белковые молекулы чувствуют себя там свободно, достаточно свободно. Можно подобрать условия, чтобы какие-то молекулы вообще не двигались. Это тоже, ну, за счет того, что они не проходят в поры, это тоже один из вариантов электрофореза. Но в целом мы имеем дело с электрофорезом, в котором молекулы белка под действием электрического поля продвигаются в полиакриламидном геле, не очень сильно испытывая взаимодействие с самим полиакриламидом. Агароза используется, как правило, для более высокомолекулярных частиц, например, нуклеиновых кислот. И
там уже размеры пор в агарозе как раз десятки нанометров и сотни. Полиакриламид меньше, это единицы. И вот он ну, для разделения, в основном для разделения белков. Его самое широкое применение. В постановке полиакриламидного геля и любого, на самом деле, другого тоже можно несколько способов электрофореза усмотреть. И есть одна особенная разновидность – изоэлектрическая фокусировка. То есть то место, где белок не заряжен, при таком pH, при котором белок не заряжен, называется изоэлектрической точкой. И, конечно, у белков эти точки различаются. Их много белков, десятки тысяч можно разделить на одном геле. Каждый белок под действием электрического поля будет мигрировать часами, но остановится в той точке, где его заряд равен нулю. В принципе, это то, что нужно. Информацию также можно анализировать и делать соответствующие какие-то далеко идущие выводы. Электрофорез технически выполняется, как правило, в пластинах полиакриламидного геля. Пластины только чтобы было удобно работать руками, скажем, там 10 на 15 сантиметров или 10 на 8 сантиметров, что-нибудь такое. Может по технике исполнения это может быть одномерный электрофорез, когда разделение идет только в одном направлении, и двумерный, когда после первого направления разделение идет еще и в другом. То есть сначала разделяются белки, скажем, по заряду, а потом по массе. Ну, это достаточно высокопроизводительная техника, не ушедшая полностью с повестки дня современного биохимика, хотя ей уже очень много лет, ну, то есть, я думаю, 50, наверное, да, вот так. До сих пор используется, то есть свои приложения имеет. Самый распространенный вариант, просто подавляющее распространение, имеет электрофорез в ДДЦ-сульфате натрия. Это детергент, который связывается с белками, денатурирует их. При этом каждый белок приобретает электрический заряд, отрицательный заряд. Это очень важное свойство, именно взаимодействие детергента с белком. Оно как раз и используется в электрофорезе по Лэмли, так называемом. Он и есть электрофорез денатурированных белков в СДС, в детергенте. Можно использовать неденатурирующие системы, можно использовать другие заряды и много чего еще. Для специальных приложений, кое о чем мы будем упоминать, существуют и свои какие-то системы. Есть несколько названий для разных типов электрофореза. Есть сонный электрофорез, есть электрофорез, так называемый движущаяся граница, и он распространен, мы будем про принципы дальше говорить, он распространен в клинических анализах, это достаточно простая вещь. Здесь на картиночке как раз три способа разделения по действиям электрического поля, и уже видно, что примерно имеют в виду люди, когда говорят одно, другое и третье. Из электрической фокусировки, вот это последнее, мы уже про нее проговорили. Белки мигрируют до тех пор, пока не потеряют весь заряд в связи с pH. Там изменился pH, там другой pH, там заряда у белка нет, ему некуда двигаться, он не заряжен, он там остается. Первое – это зонный электрофорез. Вот так вот белки, будучи нанесены узкой полоской, разделяются под действием электрической силы. А изотахофорез посерединке, он вот так вот двигаются все белки, причем в одной куче, и большие, и малые. Впереди них идут один тип ионов, сзади другой тип ионов. Изотахофорез. В зонном электрофорезе буферная система поддерживает pH такой, чтобы у всех белков был какой-то заряд, ну или какие-то другие молекулы. Она однородна на всем протяжении электрофореза. И, соответственно, расстояние, на которое прошла молекула, это и есть электрофоретическая мобильность, подвижность, то есть для различных субстанций.
в принципе, используются для большого класса соединений, но в реальности не хватает разрешения, конечно, этому методу, потому что зоны зачастую оказываются смазанными. Не так за счет диффузии, просто узкая полоска, которая должна была бы оставаться, будь заряд единственной характеристикой и электрофоретическая подвижность единственными характеристиками, которые двигают молекулы. Но нет, есть обычная диффузия, и термические сдвиги какие-то, да, где-то горячее, где-то холоднее. Механические неоднородности самой системы вот этой матрицы, то есть не идеально, мягко говоря. В изотахофорезе здесь немножко другая система. И здесь две буферных системы сверху и снизу от белков, которые мы собираемся разделять. Вот Т-трейлинг, замыкающий ион, он малоподвижный, он никогда не может обогнать L, лидинг, лидирующий ион. И он вынужден всегда его догонять. Вот такая система. Все, кто с промежуточной подвижностью, наши белочки, они оказываются между двумя этими ионами. И здесь идет концентрирование. Ну, можно придумать для него приложение, в частности, в системе Лэмли. Для этого существует отдельное интересное применение для этого факта. И изоэлектрофорез, который происходит и имеет место только в градиенте pH. Вот опять они наши буферы, опять они pH-метры. Обязательно проконтролировав pH, мы добьемся того, что в электрическом поле белки разделяются так, что теряют заряд. Каждый приходит в свою изоэлектрическую точку, там, где у него заряда нет. Здесь сразу может быть как раз и проговорить про артефакты, связанные с изоэлектрофорезом. В принципе, хорошо известно, что вот так называемая микрогетерогенность, понятно, что когда на уровне, вот, казалось бы, одного вида белков, на самом деле там существует несколько изоформ, а может быть и десятки. То есть такая гетерогенность неожиданная может быть для кого-то. И это, в общем, вполне в современной науке вполне нашло свое объяснение. Есть несколько видов, собственно, самих белков. Они могут существовать в разных состояниях. Немножко разные отличающиеся белки могут на самом деле представлять собой разделенные полоски олигомеров, связанных разными комбинациями субъединиц. В гликопротеинах, в гликобелках, ну, гликопротеины, наверное, их стоит называть, полоски в изоэлектрофорезе совпадают, собственно, из-за того, что заряды на сахаридах тоже свои есть, и они как раз очень широкий спектр могут принимать значений, поэтому размазанные полоски получаются. Например, то же самое при различной степени ферментативного фосфорилирования, сплошь и рядом встречающегося в биологических образцах, то есть фосфорилирование одна молекула ортофосфорной кислоты, 2, 3 и так далее, будут давать микрогетерогенность вот на этом уровне. То есть заряды у белков, очень похожих по всем функциональным характеристикам, будут различаться. Соответственно, не будет четкой полоски концентрированного белка, а будет некоторая размазанная полоса. То, что мы говорили немножко, ну, кроме фосфорилирования, есть метилирование, ацетилирование и другие посттрансляционные изменения. Их, конечно, тоже десятки. Их надо иметь в виду. Всегда остается возможность, что произошло протеолитическое расщепление белка. Мы с вами говорили, когда работаем с белками, все-таки бережем их от протеаз. Тем не менее, что называется, могли не уберечь. Тогда протеаза расщепляет на несколько фрагментов, как минимум на 2, да, и наш белок на самом деле уже идет несколькими полосками, а не одной. Это тоже причина гетерогенности. Есть химические изменения, есть плотно, крепко связывающиеся кофакторы или, например, ингибиторы, или субстраты, каким-то образом связавшиеся с белком,
регуляторы его активности, они меняют его электрофоретическую подвижность и создают несколько вот таких артефактов в результатах из электрофореза. С другой стороны, есть класс соединений, то, что можно назвать полианионами, да, которые они в принципе показывают вот эту гетерогенность. Если молекула содержит вот много полианионов, то есть нуклеиновая кислота, например, да, но и много других, она, скорее всего, не может быть разрешена нашими вот этими методами. Это надо учитывать при планировании экспериментов, конечно. В белках, с другой стороны, в основном в тех белках, с которыми мы встречаемся регулярно, этого не происходит, нет таких проблем. Вот здесь дисконтинуус электрофорез, то, что называется в нескольких системах, то есть используется несколько буферных систем, и это и является основной на сегодняшний день самой распространенной системой электрофореза белкового. Есть верхний буфер, есть нижний буфер. А гель состоит из двух типов геля, собственно. Верхний гель, где маленькие размеры пор и pH 6,8. И нижний гель, где поры меньше и pH 8,8. Принципиально важна и концентрация ионов треса, и pH для этих буферных систем. Это экспериментально подобранные вещи, давно подобранные, оптимизированные, и вот, в общем, в том виде, в котором мы сейчас это с вами видим, это должно быть именно так. И концентрации, и pH. Верхний и нижний буфер, анодный и катодный, соответственно, они тоже должны быть совершенно определенного состава. Это вся система, весь этот электрофорез, он как раз и основан вот на этих миниатюрных разностях зарядов, подвижностей, концентрации ионов. И нарушать здесь ничего не надо. Даже буфер для образца регламентирован. Его, конечно, мало. Но по сравнению с гелем мы наносим на дорожку 10 сантиметров длиной и 1 миллиметр шириной, толщиной, да, и 3 миллиметра шириной мы наносим 20 микролитров белка. Но это, конечно, мало в объемном отношении, но тем не менее состав буфера для образца тоже регламентирован. Собственно, верхний гель в данной ситуации называется гелем концентрирующим, а нижний разделяющим. Они, собственно, так и работают. Концентрирующий собирает все образцы, все белки в одну тонкую полоску, а на границе с разделяющим гелем полоска начинает разделяться на индивидуальные компоненты, из которых она составлена. Вот такая задумка была авторов всего этого метода. Что осталось туда в современном нашем виде добавить, это децилсульфат натрия, который, связываясь со всеми белками, придает им сильный отрицательный заряд. Но если по порядку, то верхний гель, вот вы видите все, и состав, и нижний гель состав. И обязательно наличие в электродном буфере глицина, а в геле только ионохлор минус. Это, конечно, связано с разницей подвижности при разных pH. От этого и зависит, собственно, наш электрофорез. Буфер электродный мы готовим по прописи и pH не добавляем, не добавляем туда соляной кислоты. Там должны быть только трис и глицин, pH 8,3. Ну вот и понятно, что при pH верхнего буфера 6,8 глицин, который поступает из электродного буфера под воздействием электрического тока, практически не имеет заряда и двигается очень медленно. И, соответственно, он поджимает вперед белки, перед белками идет хлор, который гораздо быстрее убегает.
белки поджимаются в узкую полоску. После того, как, ну, вот это и называется концентрирующим эффектом, собственно. Когда они достигают границы разделяющего геля, pH становится 8,8. В этот момент глицин приобретает гораздо большую подвижность, с огромной скоростью убегает, а белки начинают разделяться сами по себе под действием ну, своей электрофоретической подвижности. Ну, то есть, собственно, верхняя часть – это разделение согласно принципам зонного электрофореза. Зависит подвижность от заряда и от частицы, от самого размера. Потому что если большая частица заряжена так же, как маленькая, то она, конечно, будет двигаться медленнее. Важно здесь соотношение заряд к массе, но это об этом потом. В процессе электрофореза pH нижнего буфера становится 9,5, и в это время сильно увеличивается подвижность глицина. Это то, что мы с вами проговорили. Он убегает вперед. Соответственно, белки начинают делиться уже по соотношению по своей электрофоретической подвижности. Ну, собственно, последнее, то, что мы здесь делаем, добавляем СДС. А с СДСом все очень просто. Ну как, на большом материале отслежено экспериментально, что 1 грамм белка свяжет 1,4 грамма, 0,4 грамма СДС, глюдоцилсульфата натрия. Он маленький, юркий и отрицательно заряженный. Соответственно, все белки приобретают, вне зависимости от, ну, в хорошем приближении, от исходного своей аминокислотной композиции, приобретают форму эллипсоида, равномерно облепленного молекулами СДС с одинаковым отношением ну, связавшегося детергента на молекулу белка. Вот плюсы, которые сильно увеличивают привлекательность в наших глазах добавления СДС в электрофорезную систему. СДС растворяет практически все белки. Он растворяет, естественно, белки, скажем, гидрофобные, находящиеся в плазматических мембранах клеток. Он денатурирует белки. Они все становятся, ну, вялой, рыхлой группой, никакой четвертичной структуры, никакой третичной структуры, которая у белков, конечно, отличается. Там встречаются все формы, глобулы, фибрилы, гораздо более сложные комбинации доменов. А вот в СДС они все становятся примерно похожи. Комплекс СДС-белок очень сильно заряжен и поэтому обладает достаточно высокой электрофоретической мобильностью, подвижностью. Это означает, что мы за разумное время можем разделить эти комплексы. В принципе, сами белки-то заряжены гораздо меньше. И для их разделения нужны, ну вот, на порядок большие времена. СДС сильно упрощает процедуру. Все белки становятся отрицательно заряженными, вне зависимости от того, какой у них заряд был до этого. Ну и поэтому они все двигаются в одном направлении, от плохого к хорошему, от минуса к плюсу. Это, в общем, не надо путать электроды. Такое все реже и реже бывает в экспериментальной практике, но иногда все-таки бывает. Ну, именно по перечисленным выше причинам у нас получается достаточно узкие полосы белков, белки разделяются, то есть это называется хорошее высокое разрешение. И после того, и из-за того, что они денатурированы, дальнейшая их обработка, детекция, скажем, в гелях или окраска, или перенос на мембрану происходит проще. Просто из-за того, что белок не в своей нативной форме, которая может быть сложной, а универсально упрощенная форма вот такого какого-то заряженного эллипсоида. Микрогетерогенности, которые могли быть свойственны для изоэлектрофореза, уходят, естественно, потому что уже нет этих форм, которые чуть-чуть отличаются по заряду. Все одинаковые по заряду и сильно отрицательны по заряду.
Ну и после того, как мы выберем дальнейшую схему обработки и визуализации наших белков, от СДС легко избавиться. Он достаточно легко, его потом можно отменить. Ну, то есть все плюсы налицо, и примерно с 70-х годов все об этом знают и используют этот метод в рутинном разделении белков. Но, тем не менее, конечно, остаются сложные типы клеток, типы белков. Если вам доведется именно с ними работать, сразу возникнут вопросы. Белки высокой молекулярной массы и их комплексы. Если они слишком большие для пор полиакриламидного геля, то, конечно, разделение не получится. Верхняя граница лежит для нас с вами практически где-нибудь в районе 200-300 килодальтон. Не самые большие белки на планете и уж точно не самые большие комплексы. Если это мультибелковый комплекс, конечно, комплексов массой больше, чем это, достаточно много. Если вы будете ими заниматься, то, наверное, электрофорез может быть сделан в агарозном геле, где гораздо больше поры, и так и в некоторых приложениях, в том числе клинических значимых, так и происходит. Гликопротеины, то есть белки, на которых много остатков сахаров ковалентно привязаны, они мигрируют слишком медленно в СДС, в этом виде электрофореза, просто потому, что сахара не связывают СДС как таковой. У нас отсюда, кстати, и гетерогенность может появляться, потому что если белок по-разному гликозилирован, то разные его формы свяжут разное количество СДС, ну а от этого разная миграция. И вместо узкой полоски мы видим пятно размытое. Это гликопротеин, с ним плохо, с ним непонятно как. Искусственно обработанные белки, такие как пегилированные белки, тоже не могут быть подвергнуты этой форме разделения с использованием СДС примерно по тем же самым причинам. Они взаимодействие СДС с белком и с, скажем, пэгом, который к нему ковалентно пришит, различается. Соответственно, появляются разные гетерогенности, разная скорость движения, и мы имеем проблему в интерпретации результатов. Но фактически вот это все. Это не так много. Вот так, если интегрально оценить масштаб, подавляющее большинство белков используются и могут быть разделены в электрофорезе по Лэмли. После того, как мы разделили белки, у нас, конечно, потребность как-то детектировать. Ну и, соответственно, тут несколько вариантов. Окрашивание. Вот здесь примерная временная схема. Форез, кстати, сам электрофорез, да, для краткости, просто форез, это 100 минут. Мое любимое число. Окрашивание, несколько часов, тоже немного. В принципе, вся процедура разделения, скажем, нескольких десятков проб образцов на полиакриламидном геле с последующим окрашиванием, это все один день. То есть это, конечно, удобство для всех заинтересованных лиц. Здесь сверху вниз окрашивание популярными существующими на рынке красками. Это старейшие краски, тоже окраска кумаси, окраска серебром. Они отличаются немножко по чувствительности, то есть достаточно сильно они отличаются по чувствительности. Серебро чувствительнее, но и муторнее, потому что тут много этапов, которые нельзя избежать. Кумаси проще, чувствительность ниже. Если вам нужно исследовать гетерогенность вашего состава, какого-то образца неизвестного белковой природы, вы окрашиваете кумаси и видите, как много у вас каких разных белков присутствует. Если вы ищете наоборот в очень разбавленном образце какую-то конкретную полоску своего белка, который вам очень интересен именно он, тогда вы красите серебром и видите ее. Вот примерно так эти приложения различаются, окрашивание. Более редкая, более, надо сказать, дорогая вещь – это флуоресцентные красители. Они очень чувствительны. Процедура у них очень простая, как, в общем, обычное окрашивание кумаси практически.
быстрое тоже, надо сказать. Но вот специальные приложения. Так как флуоресцентных белков, ну, не так уж и много, приложения флуоресцентные, вот их по пальцам можно перечесть, здесь нужно покупать специальные красители флуоресцентные. Но если это нужно с точки зрения чувствительности, то, конечно, это себя оправдывает. Ну или последний вариант здесь поименованный, это, конечно, уже заранее помеченный белок, который надо потом просто в геле идентифицировать. Если вы знаете, какой белок вы ловите и с какой целью, конечно, вы сразу на него ориентируете всю процедуру, тогда все получается быстрее. И это тоже часто используемое, востребованное приложение в области белкового электрофореза. Но гораздо более часто используется другое – перенос белков на мембрану. Если там мы их просто окрасили в геле, увидели по местам, сколько белков, как много какого белка относительно, да, между разными группами сравнили, то здесь мы перенесли белки на мембрану, а мембрана – это нечто такое, ну, тонкая пленка нитроцеллюлозы или тонкая пленка ПВДФ какого-то инертного, зачастую гидрофобного. Нейлон подходит, полиэтиленсульфон отчасти подходит. На них мы мобилизовали под действием электрического тока в перпендикулярном направлении. Мы пустили ток, наши разделившиеся белки перешли из геля на мембрану. И там к ним прилипли денатурированные. Это очень популярно, потому что после того, как белки мы иммобилизовали на мембране, нам легко обеспечить доступ к этим белкам антител и выявить наличие антигенов для этих антител специфических. И здесь практически вообще нет никаких ограничений. Десятки тысяч антител, десяткам тысяч антигенов, все это может быть выявлено. И по времени эта процедура тоже 1-2 дня. То есть фактически наличие в вашем образце определенного белка можно установить за сутки. И сравнение по наличию этого белка между образцами из разных групп тоже, соответственно, все это быстро, десятки образцов за 2 дня. Это основная схема, по которой все и работают в настоящее время в этой области. Но окрашивать можно не только антителами, можно окрасить, например, полисахариды лектином, да? Можно ДНК-связывающий белок окрасить специфическим фрагментом ДНК помеченным, ну и так далее. Белок можно покрасить его рецептором, и гормон, да, его рецептором, и не только антителами. Собственно, вот этот перенос в силу исторически сложившейся реальности называется Western blotting. Нет никакого смысла в названии, но просто мы запоминаем, что он Western, и все. Если мы красим антителами, это и есть Western blotting, а если красим чем-то другим, партнерами, рецепторами, то это получается уже Far Western blotting. И то, и другое хорошо, легко применимо, хорошо себя зарекомендовало, и я думаю, будет работать, в принципе, не очень много опытности требуется, чтобы начать и хорошо это делать. Здесь мы сравниваем, уже, в принципе, мы прошлись по плюсам и минусам агарозы и полиакриламида, но здесь тоже все просто сгруппировано и понятно. Для высокомолекулярных образцов, для белковых комплексов, для очень больших белков мы используем агарозу. Для маленьких белков, ну, собственно, для всего остального мы используем полиакриламид. Единственное, что можно отнести к недостаткам и еще и к недостаткам полиакриламида, все-таки его мономеры, из которых мы, собственно, делаем гель, акриламид и метиленбисакриламид, это токсичные вещества. Ну и не хочется, в общем-то, с токсическими веществами. А агароза – это сахарид, вот он стоит на полке всегда, он не страшный. Мы его растворяем в воде, и через несколько минут у нас гель. Ну, нагреваем, охлаждаем, у нас гель. С полиакриламидом не так, это достаточно муторная процедура. И исходные вещества токсичные, еще и с запахами. То есть, если с этим мириться, а с этим, поверьте, можно мириться. То есть, некоторые мирятся по 2 раза в день с этим, то есть, абсолютно ерунда. И тогда можно делать уже очень-очень
высокопроизводительные эксперименты по много десятков проб в день. Хроматография с точки зрения аналитических техник, наверное, 9 из 10 томов аналитической химии и аналитической биохимии – это хроматография. То есть ничего так более точно дающего нам представление о природе, скажем, молекул белковых не существует. В этом смысле электрофорез достаточно приближенная. Мы не говорили с вами точности определения, точности разделения, разрешающую способность. И это здесь для многих приложения это невысокие. Не разрешающая способность невысокая, не точность определения, количественного определения белка невысокая. И методы зачастую носят название полуколичественных, основанные на электрофорезе. С хроматографией все по-другому, все совсем по-другому. Это по-настоящему аналитический метод, который вот с точностью до процентов выдает требуемую характеристику. Ну, может выдавать массу, например, молекулу, или заряд, ну или уже в зависимости от постановки, концентрацию, что самое главное, зачастую и самое интересное, концентрацию очень количественно, в очень широком диапазоне значений. В принципе, под хроматографией мы понимаем просто все лабораторные техники, которые разделяют смеси. Название в этом смысле хроматография не отражает того, что происходит во время хроматографического разделения. Мы разделяем в разные физически устроенные приборы, применяются для хроматографического разделения. Это могут быть колонки, могут быть пластинки, различные жидкости в качестве подвижной фазы. Это могут быть и органические растворители, и соли, высокие концентрации и низкие концентрации, вода, все что угодно практически. Носитель сам хроматографический, то есть чем будет взаимодействовать наша смесь, которую мы хотим разделить, это, безусловно, тоже очень широкий спектр веществ. В такой обычной нашей рутинной биохимии это полисахариды, агароза, декстран. Есть и другие, и много других вариантов. И, в общем, все вместе мы называем, вне зависимости от способа, хроматографией. Важной характеристикой хроматографии, практически единственное, что я хотел бы из количественных характеристик подчеркнуть, это эффективность. Эффективность колонки хроматографической вот выражается примерно как отношение, ну, пропорционально отношению высоты пика, времени выхода пика к его полуширине. То есть идеально эффективная колонка дает идеально узкие пики. То есть один пик – это одно вещество. То есть, соответственно, идеально эффективная выдает каждое вещество в виде очень узкого пика, которое выходит с колонки в определенное время. Следующее вещество выходит в свое время и тоже в виде узкого пика. Естественно, что в реальных условиях пики уширяются. Это вполне гауссовское такое нормальное уширение пиков за счет диффузии, за счет каких-то процессов, которые происходят в колонке. Идеально узкого мы не имеем, но имеем вот какой-то компромисс. Отношение времени выхода к ширине пика характеризуется, называется эффективностью колонки. Измеряется эффективность в числе теоретических тарелок. То есть сколько тарелочек вот такого размера можно уложить в нашу колонку. Чем больше тарелочек мы можем уложить, тем больше индивидуальных веществ мы можем разделить на этой колонке. Термин просто из старых химических теорий, и он здесь не означает никакой физической тарелочки. Для нас это означает, чем больше тарелочек, тем больше белков мы можем разделить на наши колонки. А основной вклад в эффективность колонки вносит всего лишь два фактора. Размер частиц,
которыми мы упаковали колонку, и эффективность той процедуры упаковки колонки, которую мы выбрали. То есть, в принципе, эти факторы, важные факторы, еще несколько. Размер частиц, кроме того, что он должен быть маленьким, все частицы должны быть однообразны по размеру и форме. Это тоже важный фактор разрешения. Важно, чтобы была очень четко соблюдена скорость потока и объемная скорость, и линейная скорость потока. То есть главное, чтобы по всей длине нашей колонки была одна и та же толщина и одна и та же скорость потока. Все эти неидеальности, все сказываются на том, что у нас падает разрешение, уменьшается число теоретических тарелок и уменьшается число веществ, которые мы можем на нашей колонке разделить. Влияют температура и вязкость подвижной фазы. Вязкие фазы, в принципе, наверное, не очень хорошо использовать. До определенного предела можно, но чем дальше, тем хуже. Тот начальный объем смеси, которую мы хотим разделить, желательно, конечно, его иметь очень маленьким. Это не всегда достижимо, но, как правило, в колонках много, там 30 сантиметров длиной, мы вкалываем и толщиной там 4 миллиметра, скажем, единицы микролитров. Вот, чтобы разделение было эффективным, образец наш должен содержаться в размере нескольких микролитров, ну, может быть, нескольких десятков. Теперь по типам хроматографии. И, конечно, с приложениями к наиболее используемым в области белкового разделения и изучения белков. Ионно-обменная хроматография, наверное, очень понятно, как она работает, как она разделяет. Наши белки вот в растворе при определенном pH имеют, конечно, заряд, и в силу этого взаимодействуют с заряженными частицами. В данном случае заряженные частицы, они связаны с неподвижным носителем, с матрицей, со смолой, вот как мы это все можем назвать. И как только мы связанные таким образом белки будем изменять pH окружающего раствора, например, заряд белка будет меняться, взаимодействие будет ослабляться, и постепенно белки по мере того, как мы снижаем их сродство к заряженному неподвижному носителю, будут разделяться. Мы, постепенно изменяя концентрацию соли, будем достигать примерно того же самого. Постепенно будут выходить, вот мы после того, как связали белки с колонкой, постепенно увеличиваем концентрацию соли, и белки начинают выходить вот примерно. В принципе, еще один момент, почему у нас возможно такое разделение белков по заряду в данных конкретных условиях, именно биологическая гетерогенность. Здесь на картинке распределение белков из разных источников внутриклеточных из электрической точки. Мы видим, что это очень широкий спектр белков, практически от 4 до 10, со своей спецификой для цитоплазматических, мембранных и ядерных белков. Они разные по своим свойствам. Но тем не менее у них изоэлектрическая точка не в одном месте очень узко сосредоточена, а по всему, по широкому диапазону pH от 4 до 10. Ну и, соответственно, изменяя pH раствора, мы можем менять заряд белка. Это определяет то, что мы можем в широких пределах использовать для разделения белков ионно-обменную хроматографию. Типичные примеры носителей для ионной обменной хроматографии это положительно заряженные, ну при pH, скажем, 7-8, да, хорошо бы 8, белки заряженные отрицательно и взаимодействуют с колонками, в которых носитель
диэтиламиноэтан или четвертичный амин. Они все заряжены положительно, и это определяет взаимодействие отрицательно заряженного белка при этих pH с данным носителем. При, соответственно, других pH или при других зарядах белка, можно подобрать условия, чтобы белки связывались с катионообменными смолами, в данном случае там карбоксиметил или сульфопропил. Это отрицательно заряженные носители, с ними будут связываться положительно заряженные при данных значениях pH белки. В таких наших, скажем, относительно щадящих условиях, ну, имеется в виду, что белки не выдержат ни высоких давлений, ни высоких температур, ни больших концентраций органических растворителей. Ну вот, условно говоря, щадящие условия. Есть определенный выбор носителей. В основном это вот полисахариды типа агароза, декстран-целлюлоза. К ним химически модифицировано пришиты вот эти группы. И все это упаковано достаточно плотно в колонку, через которую мы пропускаем наши смеси. Вот оно и разделение на ионно-обменные колонки. В принципе, есть и разные типы. У агарозы, как мы уже и говорили при электрофорезе, большие поры, поэтому большие белковые комплексы или даже надмолекулярные структуры типа экзосом можно разделять, если в колонке забита агароза, в том числе агароза вот с такими ковалентно пришитыми группами. Самым частым способом элюции белков с колонки является градиент соли, концентрации соли. Здесь типичный пример хроматограммы. Вначале мы дали какое-то количество, здесь не так важно, можно дать достаточно большой объем образца, отмечен голубым, и сразу же после этого из колонки вышли белки, которые не связались. Дальше мы постепенно повышаем концентрацию соли, и белки, которые менее всего связаны с колонкой, начинают постепенно выходить из нее и льются. Силы взаимодействия белка с носителем уже не хватает, чтобы в большой концентрации соли удерживаться, и белки смываются. И так при постепенном увеличении концентрации соли, в данном случае хлорид натрия, у нас выходят связавшиеся с колонкой белки. В конце можно устроить промывку высокой концентрации соли, и все, что не связалось, крепко связавшиеся молекулы, они выходят в этот момент. Продолжительность здесь принято измерять в объемах колонки, вот CV, и весь градиент принято укладывать в 10-20 объемов колонки. За это время должны выйти все белки, которые нас интересуют, но это мы подбираем, естественно, условия, чтобы так было, но скорость потока, размер колонки и число фракций примерно так и соотносятся друг с другом. То есть через колонку пропускаем 10-20 объемов и собираем, соответственно, 10-20 фракций. Следующий по востребованности вид хроматографии – это size exclusion, дословно переводя, это не очень употребимый термин. К нашим приложениям более всего относится термин гель-фильтрация. Означает она то же самое, просто используется в той области, где работают с белками, биополимерами, вот в тех самых щадящих условиях. Синоним другой – это гель-проникающая хроматография, размер исключающая хроматография. Но в нашей области это просто менее употребимые термины, хотя в целом синоним. Ну и понятно, что уже из названия понятно, что разделяются в этом случае молекулы по размеру. Чем больше молекула, тем больше ее гидродинамический радиус, тем больше размер она занимает. И варьируя размеры пор в носителе неподвижном, мы можем разделять молекулы
или молекулярной структуры разного размера. Ну, кратенько показана внизу схемка. Это означает, схематично представлено то, что маленькие молекулы заходят во все поры геля, во все поры носителя, через которые они мигрируют, а большие молекулы в эти поры зайти не могут в силу размера. Поэтому большие молекулы выходят вперед, а за ними по мере уменьшения размера выходят остальные. Для этого метода хроматографии критично важно объем образца смеси, который мы хотим разделить. Здесь чем меньше, тем лучше, и никогда не больше, чем 5% от общего объема колонки. Ну, для остальных видов хроматографии это не столь критично, можно брать и гораздо больше. То же самое относится к вязкости. Вязкость 50 мг в миллилитре белка, которая примерно соответствует концентрации и вязкости плазмы крови человека и других, наверное, млекопитающих. Это предел для использования в чистом виде на гель-фильтрационной колонке. И по вязкости, и по концентрации белка это много. Лучше меньше и того, и другого, и объем желательно 0,5%, 1% от объема колонки общего объема. Ну, здесь еще одно представление. Ну, я думаю, что, в принципе, интуитивно все, наверное, из прошлой картинки поняли примерно то же самое. Большие молекулы не взаимодействуют с частицами, с материалом носителя в колонке, и по пространству, которое не занято частицами носителя, первыми выходят наружу. За ними те, которые немножко заходили в поры, только в самые крупные поры носителя, а самыми последними выходят те, которые самые маленькие, они заходили во все поры носителя и замедлялись за счет этого. Их эффективный путь, который проделала большая молекула и маленькая молекула, просто различается. Маленькая молекула очень долго, у нее очень большое расстояние пройдено внутри колонки, у большой гораздо меньше. На этом, собственно, и вот, собственно, весь принцип и есть. Самое распространенное, опять же, для гель-фильтрации это, наверное, химически видоизмененные полисахариды, те же самые агароза, декстран, целлюлоза, может быть, в каких-то приложениях. Для маленьких частиц удобнее использовать полиакриламид или, скажем, даже стекло используется. Если требуется химическая устойчивость, то используются такие материалы, как полистирол, поливинилбензол, но они устойчивы, естественно, что их для органических растворителей можно использовать. Для всех этих носителей существует характерный для этого химического состава размер пор, и ориентируясь на него, можно узнать, какие размеры молекул можно на этом носителе разделить. Самым важным приложением и до сих пор, и раньше было в гель-фильтрации является определение молекулярной массы. Понятно, что чем больше молекула, тем раньше она выйдет из гель-фильтрационной колонки, тем больше у нее масса. Можно построить калибровочную кривую по нескольким известным белкам, и дальше остальные наши неизвестные компоненты смеси уже по откалиброванной колонке определять их размер. В этой ситуации, наверное, рекомендуется денатурировать и проводить гель-фильтрацию в денатурирующих условиях. Тогда разница в размерах будет более четкая и результаты экспериментов более воспроизводимыми. Вот такое мы можем увидеть в типичной хроматограмме. Здесь все вещества выходят в объеме одного объема колонки. Они не взаимодействуют, соответственно, и больше быть не может. Если бы они взаимодействовали только с носителем, тогда можно предположить, что вещество выйдет позже, чем объем колонки. Сначала высокие молекулярные веса, потом маленькие. И объем образца, и скорость протекания через колонку
наиболее критичны. Здесь они должны быть выбраны максимально, то есть они выбраны с максимальной тщательностью, и то, и другое должно быть минимальным. И скорость потока, и объем образца, который вы в колонку вкалываете. Следующий вариант очень применим в наше время для грубой и быстрой очистки веществ самой разной природы, афинная хроматография. Афинная хроматография использует какую-то афинность, то есть связывание каких-то веществ между собой для того, чтобы разделять, выделять вещество из смеси. То есть не разделять вещества, а выделять какое-то конкретное наше вещество из общей смеси. Вот эти пары на самом деле очень хорошо вам понятны. Например, антиген, антитело. Что-то из них может быть иммобилизовано неподвижно в колонке, что-то остальное подано в смеси на вход колонки. Тогда все остальное пройдет, а нечто, обладающее афинностью к тому, что является лигандом, иммобилизованным в колонке, останется. Потом его можно будет оттуда элюировать. Нуклеиновая кислота, соответствующая ей комплементарная последовательность оснований, или гистоны, ДНК, связывающие белки, или ферменты, которые связываются с ДНК. Просто фермент связывается с аналогом субстрата или со своим ингибитором, или со своим кофактором. Точно так же и за связанный с иммобилизованный в колонке фермент будут связываться его субстраты, ингибиторы и кофакторы. Это работает в обе стороны. Относится к гормонам, которые, например, за которые можно почистить их рецепторы, и наоборот, выделить гормоны из сложной смеси, если у нас есть иммобилизованный рецептор для этого гормона. Два последних приложения – это более востребованные, скорее, синтетические вещи, потому что глутатион-трансферазу нужно отдельно где-то как-то синтезировать, вставлять в ген, в плазмиду, да, в каких-то клетках экспрессировать, потом делать конструкцию, которая нам позволяет на выходе выделять искомый белок за глутатион, с которым будет связываться глутатион-трансфераза. Ну, это более сложная биотехнологическая задача. То же самое за полигистидин. Если мы озадачимся и экспрессируем белки, их можно, содержащие множество повторов гистидина, их можно очистить на колонки, содержащие ионы металлов. Типичная хроматограмма показана внизу, и здесь как раз видно, что уж в этой ситуации объем образца вообще не критичен. Мы можем сколько угодно, ну пока не превышена емкость просто колонки, подавать наш раствор. Все, что не связывается с афинным носителем, а это подавляющее большинство компонентов смеси, выйдет неизмененными просто через один объем колонки. А потом уже в результате из смены буфера, например, да, элюция произойдет, в которой мы уже будем иметь наш компонент, связанный конкретно какой-то афинностью с тем лигандом, который иммобилизован в колонке. Ну и здесь другими немножко словами объяснено то же самое, что мы только что проговорили. И единственное, что здесь подчеркивается дополнительный факт. Если мы хотим связать какой-то лиганд с колонкой, чтобы потом его партнеров молекулярных выделять из сложных смесей, возможно, нам надо учесть стерические факторы. Не может быть вплотную привязанный лиганд к носителю. Скорее всего, это затруднит взаимодействие этого лиганда с его партнерами. Наверное, нужно делать вот такой спейсер, и на конце этого спейсера уже давать афинный лиганд. Тогда вот так устроены современные колонки для афинной хроматографии. Вот так сейчас это и работает. Таким образом мы снимаем некоторые ограничения, чисто стерические, пространственные ограничения. Очень частым приложением является выделение антител за протеин А или протеин G. Это специфическое такое взаимодействие у этих белков, выделенных из других организмов. Или выделение за конкретное антитело
нашего антигена. То есть за любой белок, к которому у нас есть антитела, мы антитела можем иммобилизовать на носителе и пропуская через колонку с этим носителем сложную смесь, выделять наш конкретный белок. Это два, в общем, таких, где фигурирует центральное место занимают антитела, два основных приложения афинной хроматографии. Смыть с колонки с афинный носитель можно несколькими способами. Очень распространен способ конкурентного связывания. Например, если связался с носителем в колонке наш белок, мы можем дать вещество, растворимое вещество, аналог лиганда, привязанного к колонке, и тогда это будет специфическая конкурентная элюция. Можем вместо лиганда дать какой-то ингибитор, который то же самое предотвращает взаимодействие лиганда, иммобилизованного на колонке, с белком. Можно воспользоваться более традиционными способами элюции, такие как увеличение концентрации соли, изменение pH, концентрация, там, скажем, детергента или хоотропа. Это все работает в широких пределах, просто надо понимать условия. Наиболее щадящее – это вот такое изменение сродства лиганда к компоненту нашей матрицы с помощью конкурентного субстрата или ингибитора. Но вообще говоря, если мы про распространенные техники говорим, то взаимодействие антигена-антитела обычно прерывается с помощью 0,1-молярного глицина pH 3, а лучше даже 2,5. То есть в этих кислых pH меняются заряды и на белке, и на антигене, и на антителе к нему. И взаимодействие уже становится не сильным, недостаточно сильным, чтобы удержать лиганд на поверхности иммобилизованного носителя, и происходит элюция. Вот эта распределительная хроматография немножко, может быть, она не так хорошо представлена, хотя по своим разрешающим способностям это очень, очень мощный метод, безусловно. Здесь схематически показано твердый носитель, вот он в точечку, на нем привита химическим способом какая-то жидкая фаза, и молекулы, которые обтекают вот наш носитель, они за счет того, что имеют большее сродство, скажем, большую гидрофильность или большую гидрофобность, наоборот, переходят из подвижной фазы в неподвижную. Вот это динамическая картина обмена. Вот она и есть принцип распределительной хроматографии. Распределение компонентов нашей смеси между двумя жидкостями. В одной они хорошо растворимы, в другой они хуже растворимы. Частным применением этого метода является обращенная фазная хроматография, когда на неподвижном носителе химически пришиты вот октодицил, актил, фенил, то есть это группы С18, то есть 18 углеродов подряд, 8 углеродов подряд. Это очень гидрофобные жидкости, так скажем. И в них, ну вот в них при определенных условиях происходит фракционирование белков и пептидов. Но здесь речь идет уже, конечно, о денатурированных. И ионообменная, и гель-фильтрация, и афинная подразумевают, что мы сохраняем функциональное состояние белка. Здесь это зачастую не так, то есть скорее не так. Большая редкость, если удается сохранить функциональную активность белка. Но, собственно, сам белок денатурированный, вот можно разделить несколько видов белков, в смеси можно разделить с помощью вот такого метода. Очень упрощенная схема хроматографии реализована в так называемой твердофазной экстракции. Здесь все принципы те же самые, но просто никакой колонки, никакого насоса, никакого детектора нет. Здесь мы работаем просто в таком картридже толстом. Его задача сорбировать как можно больше интересующих нас веществ, при этом нас не так волнует сложность смеси
и объем исходного образца. И получается задача из всего многообразия, всего, что есть в нашем наборе, в смеси, выделить только те, которые нам нужны. Ну, скажем, выделить все белки из смеси, выделить все пептиды такой-то массы, выделить все заряженные при pH-8 вещества, ну и так далее. Такое некоторое групповое разделение. По одному крупному свойству мы разделяем нашу смесь, молекулы в нашей смеси. Причем, ну, это, естественно, быстрее, но и грубее, чем по сравнению с обычной хроматографией. Зато эта твердофазная экстракция очень, очень быстрая, очень с большим набором исходных смесей может иметь дело, может быть реализована в таком высокопроизводительном формате, как, скажем, одновременно на 96 лунках микропланшета, ну, при этом имеется и определенные ограничения. Ну, то есть хорошего разделения, конечно, она не даст. Но она очистит от каких-то примесей, и зачастую этого достаточно для нормальной, для дальнейшего проведения эксперимента. Твердофазная экстракция – это в широком смысле часть пробоподготовки. Когда мы убираем все ненужные вещества, ну, в нашем случае все что угодно, там, метаболиты, соли, липиды и так далее, растворяем наши аналиты в том растворе, который нам нужен, скажем, для дальнейшей хроматографии. То есть избавляемся на картридже твердофазном от всех примесей, растворяем в том буфере, в котором нам нужно, и вкалываем в колонку, где мы уже аналитически разделяем компоненты смеси по, скажем, массе, размеру и так далее. Здесь видно картина примерно, скажем, характерная, типичная. Ну, можно разделить чуть-чуть побольше. Она по принципу своему имеет несколько большую разрешающую способность, чем озвученные раньше методы. Вот конкретно обращен на фазную хроматографию. Ассорбционная хроматография, наверное, не так широко используется. И здесь понятно, как происходит взаимодействие. Здесь растворенные частицы, просто растворенные молекулы взаимодействуют в силу разных, это не оговаривается специально, способностей, особенностей своих с неподвижным носителем. А вот теперь одно из самых важных и интересных, что можно сказать про хроматографию. Типы детекторов, по которым мы определяем вещества, которые мы разделяли только что в хроматограмме. И вот именно это, предел детекции, является определяющим для того, насколько мы будем работать с этим методом, насколько этот метод будет востребован. Самое первое – это детектор просто поглощения. Мы говорили о том, что это достаточно широко применимый метод, но при этом малочувствительный. Ну вот здесь как раз 10 минус 9 минус 10 грамма – это типичные пределы обнаружения для веществ, для хромофоров, которые поглощают свет в ультрафиолетовой или видимой области. Ну, то есть, скажем, типичный белок какой-то. Флуоресцентный детектор имеет, конечно, гораздо большую чувствительность, но здесь примерно 2 порядка. Но мы с вами, когда говорили про флуоресценцию, помним, что там, в принципе, до 4 порядков может быть разница по чувствительности между хромофорами и флуорофорами. По современные методы способны различить в 4 раза большую концентрацию. Но флуоресцентный детектор все-таки нужно вводить какую-то флуоресцентную метку, потому что, в принципе, не так много веществ, с которыми мы работаем, флуоресцируют сами по себе. Электрохимический детектор – это тоже очень распространенная вещь, в частности, очень многие схемы детекции метаболитов, нейротрансмиттеров, гормонов реализованы на электрохимическом детекторе.
очень много с ним можно сделать, но чувствительность тоже здесь не запредельно высока. И тоже, конечно, не все вещества электрохимически активны. Если у нас есть кондуктометрический детектор, который просто проводимость в жидкой в подвижной фазе определяет, но это просто ионы. Если мы выделяем, илюируем ионами, какими-то ионами, скажем, там натрием или хлором, нам легко определить их концентрацию. Но в целом для этого метода, конечно, характерна не очень высокая чувствительность. И это только для ионных растворов. Детектор преломления. Он самый универсальный, потому что любое вещество, проходя через этот детектор, будет изменять преломление света, но и чувствительность самая низкая здесь 10-7, 10-6 грамма, только для самых грубых, только для самых предварительных расчетов. Уже даже взглянув на статью, которая содержит описание детектора, вы уже сможете заранее понимать, насколько хорошо вам этот метод подходит. Просто сразу становится понятно, насколько это применимо к вашему объекту, к вашей системе в целом. Самый чувствительный, и, в общем-то, сейчас мы об этом поговорим более подробно, масс-спектрометрический детектор, который, понятное дело, универсальный, потому что практически все имеет массу, как мы знаем. Но в этом режиме он детектирует 10-10, 10-9 грамма. А вот если мы уже знаем, какую конкретно массу искать, здесь чувствительность как минимум на 2 порядка повышается. То есть, можно сказать, драматически. И превращает масс-спектрометрический детектор в самый чувствительный детектор, который, в принципе, сейчас, наверное, кроме радиоактивности, которая, там, соответственно, нужны соответственные исходные изотопы какие-то. Это не такая, но и опасно, и не так распространено в биологии. А масса – это масса. Масс-спектрометры стоят, и их много. Все методы, про которые мы говорили сегодня, это, конечно, реализовано в стенах института или наших дружественных институтов, так что никаких проблем конкретно для вас, 15 сидящих здесь человек, чтобы реализовать что бы то ни было из этого, не существует. Ну еще последняя форма про хроматографию. Не только в колонке, бывает хроматография на плоскости, хорошо известная тонкослойная хроматография, вот здесь она примерно так нарисована. Это то, что можно назвать очень предварительным методом для разделения, потому что у него не очень высокое разрешение, но в принципе на современных приборах это вполне конкурентоспособный метод и используется в частности для определения липидов. Потому вот конкретное приложение, которое для него до сих пор делает его до сих пор востребованным. Масс-спектрометрия определяет отношение массы к заряду ионов, которые выходят из образца. Соответственно, все, что имеет массу в нашем образце, должно быть ионизовано и помещено в электрическое поле, в котором оно куда-то там разгонится, и детектором его можно будет посчитать. Схемы ионизации здесь очень простые. Вот слева это то, что выходит, скажем, из хроматографа или из капиллярного электрофореза, или это вы туда пипеткой наносите. Ну и дальше примерно просто, дальше большой электрический разряд, происходит ионизация того образца, который вы внесли, и под действием огромного ускорения электрического поля эти ионы несутся куда-то туда, в сторону детектора, где очень чувствительно могут быть определены. Соответственно, зная параметры электрического поля, время, за которое частица долетела до детектора, скажем, да, можно вычислить очень просто, вычисляется масса молекулы, которая там была. Ну, является, соответственно, здесь мы очень кратко останавливаемся, просто потому что мы в тонкости масс-спектрометрии не вдавались, это достаточно сложная химическая, физическая методика, метод, принципы, техники все довольно сложные. Просто просуммируем для себя, что масс-спектрометрия является одним из самых чувствительных и селективных методов обнаружения
белков, ну и это применимо и к многим другим биологическим молекулам. Она основана на том, что мы ионизуем молекулы в образце, а потом разделяем их в электрическом поле. Существует масса технологий, называемых в данном случае гибридными техниками, например, газовая хроматография или жидкостная хроматография, совмещенная с масс-спектрометром, которая позволяет одновременно и разделять молекулы, и сразу же считать, что там за молекулы были по массе. Ну, то есть очень удобно для идентификации веществ, например. В клинических условиях использование масс-спектрометрии, оно, в принципе, просто дорогостоящее, но по чувствительности, конечно, превосходит все остальное, что существует сейчас для анализов, быстрых клинических анализов. Ну и сам по себе метод, конечно, не быстрый. Технологически он самый обставленный. Там много нужно приборов, насосы, инертные газы и прочее. Не так просто иметь к нему доступ, не так просто к нему научиться на нем работать, но это самое чувствительное, что бывает, скорее всего, для вашей молекулы. Это лучшее, что может ее найти. Проблемы – это идентификация молекул с одинаковыми массами, изомеры, да, как говорят масс-спектрометристы, то есть там 400 дальтон и меньше, это проблема, ну, то есть это не просто проблема, а нерешаемая проблема. Если выше, то уже можно о чем-то думать, ну а если выше килодальтона, то это уже однозначно решаемая проблема. Следующий и последний на сегодня параграф – это иммунохимические техники. То есть, собственно, основанные на взаимодействии антигена с антителом, универсальный адаптационный механизм, позаимствованный человеком просто из живой природы, эти антитела, как это работает, как это устроено, и адаптировано к приложениям более таким насущным биологическим, биотехнологическим. За счет каких сил связываются антигены, антитела? Ну, это диполь-дипольные взаимодействия, гидрофобные взаимодействия, ионные зарядовые взаимодействия. Дипольные взаимодействия действуют на очень коротких дистанциях по сравнению с остальными. И, в принципе, требуют очень близкого расположения молекул. То есть не могут являться, там, скажем, исходным основанием для того, чтобы две молекулы связались. Они уже достаточно близко должны к этому находиться, к этому моменту быть. Гидрофобные взаимодействия, они рассматриваются как более такие термодинамические, энергетически более выгодно одним участком аминокислотной последовательности находиться с другими, просто за счет взаимодействия боковых цепей. Скажем, если они гидрофобные, не любят воду, им лучше находиться друг с другом, а не в воде. И они друг друга ищут активно, и вот это определяет одну из составляющих силы связывания между антигеном и антителом. А последнее – это, конечно, заряды, потому что аминокислоты, остатки аминокислот заряжены в растворе при наших pH. Заряды плюсы с минусами, как обычно, притягиваются, а отрицательный заряд антитела притягивается к положительному заряду антигена и наоборот. Соответственно, изменение в экстремальную сторону pH, как мы уже говорили, pH 2,5, практически полностью нарушит вот это ионное взаимодействие. Ну, можно так предполагать для большинства случаев. Связывание происходит только при определенных значениях ионной силы раствора. Но и не только от ионной силы, но и от природы самих ионов зависит, как будет происходить связывание. Просто это надо учитывать. Точка, от которой мы отталкиваемся, это, конечно, изотонический хлорид натрия 0,15 моль на литр. Многими исследователями показано, что полимеры, такие как полиэтиленгликоль, обладают такой способностью
ускоряют взаимодействие антигена и антитела. Если у вас есть такая конкретная задача, то вот можно попробовать от 3 до 5% каких-то мягких водоотнимающих полимеров, скорее всего, ускорит вам и упрочит связывание антигена-антитела. На основании вот этой связи построены ферментативные анализы, иммунные анализы, иммунохимические, может быть, по-разному, наверное. Если мы имеем какой-то антиген, то взаимодействующее с ним антитело, помеченное каким-то образом, скажем, ферментом, может быть детектировано. Таким образом мы и выявляем наличие антигена. Это происходит тот же самый принцип, который происходит при вестерн-блотинге при детекции белков на мембране. Самая популярная метка – это пероксидаза хрена. Из более экзотические ферменты – это щелочная фосфатаза, бета-галактозидаза, а также другие метки, например, флуоресцин, который, собственно, флуоресцентная молекула сама по себе. И здесь тоже самое интересное по чувствительностям. Опять же, второй раз за жизнь я употребляю слово зиптамоль, это 10 минус 21 моля, очень мало, мы помним, что это 600 молекул всего. И какой фермент, будучи связанным с нашим антителом, да, с нашим антителом, который прореагировал с нашим антигеном, и таким образом, какой предел детекции нашего антигена мы можем себе представить. Ну и вот, как видите, пероксидаза хрена, здесь химилюминесцентный метод детекции, но она, в общем-то, чемпионит здесь. Ну, это и определяет ее и востребованность, ну, она и дешевая сама по себе, и метод, который с ее помощью используется химилюминесценция, это, естественно, тоже очень доступный, достаточно простой метод. Остальные молекулы тоже в зависимости от субстратов, от методов детекции варьируют по чувствительности, но ферменты в целом лучше, чем не ферменты. Ну и если мы реализуем, вот прям как показано на картинке, с двумя разными антителами к одному и тому же антигену, мы можем реализовать то, что называется иммуноферментный анализ энзайм Link Immunosorbent. На дне плашки у нас связано первое антитело, химически или как-то не химически, физически абсорбировано. Дальше мы даем нашу смесь, из которой антитело взаимодействует только с нашим антигеном, отмываем излишки и даем второе антитело, которое уже помечено. И мы помним, что лучше всего помечать, конечно, пероксидазы хрена, но могут быть и другие варианты. После чего проводим детекцию с помощью химилюминесцентного или просто с хромогенного вещества субстрата. Видим, в какой лунке нашего планшета был антиген, в какой его не было. Метод абсолютно количественный, и уж говорить, если о клинике, то самый-самый востребованный. Ну а сейчас мы переходим к кульминации нашего рассказа, 99-му слайду, последнему, на котором использованная литература, которую при необходимости вам я хотел бы рекомендовать прочесть, и которая была использована в подготовке вот этой лекции. Теперь, наверное, я должен вам сказать большое спасибо. Мы закончили. Всех совещества можем расходиться.